последнее время, друзья, я понял одну важную вещь, что никому не нужны мои разъяснения, толкования. Все хотят получить конкретные ответы. И поэтому давайте сейчас я вам раскрою наглядно тему чакр, не с позиции эзотерики, шизофрении и так далее, а с позиции другого взгляда на человека, то есть с научного альтернативного взгляда. Вы на канале «Другой взгляд на человека», меня зовут Александр Российский, погнали! Итак, смотрите, друзья, вот организм, мясо наше, да, вот наша тушка, она работает на одном единственном принципе. Ты не силой мышц вот так вот делаешь, а силой иннервации, которая проходит по твоим нервным окончаниям. То есть, объясняю, головной мозг и любая точка нашего тела связана канатами нервных окончаний. Когда мозг говорит команду «напрячься», идет электрический импульс, да, и мышца хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. То есть, по сути, мы являемся роботами, которые работают только не на электричестве от 220, а на биоэнергетике, на процессе иннервации по-научному. Но есть такие места, в которых эта паутина особо сплетается. Вот объясняю, например, на такой интересной аналогии. Вот есть город, в городе тоже дороги по всему городу. Но есть определенные такие перекрестки, которые жизненно важны для жизни города, да? Где постоянно пробки, где больше всего машин, вот самые такие узлы. Вот представь, что в нашем организме то же самое, паутина, только не из дорог, а паутина из проводов по всему организму, но в определенных местах эта паутина концентрируется больше всего, и там больше всего проходит иннервации, биоэнергетики. И вот эти места и называются чакры. Понимаешь, да? То есть энергетика по всему телу, а вот как перекрестки такие жирные, это и есть чакры, где этой энергетики больше всего. И получается, оно работает по следующему принципу, что грудная, к примеру, чакра, от нее больше всего и идет запитка грудных областей. В животе живота, паха. А так как я вам говорил, что все тело наше работает по психоэмоциональному рефлексу, то и получается, что, условно говоря, если чакра грудная закрыта, она отвечает за чувственность со стороны психологии, то ты и будешь как обезжизненный, ты и будешь как, не чувствовать себя, не будет у тебя любви к другим и к себе. То есть это не какая-то эзотерическая штука и постигание мира, а это самый обычный психоэмоциональный рефлекс. То есть мы поняли, есть паутина, есть перекрестки, которые называются чакры. Теперь смотри, эта паутина, она внутри нашего тела. То есть внутри тебя есть вот эта чакра. От нее идет фон. Она фонит, потому что, как от любого провода, да, определенное идет там напряжение. То есть вот фонит вот эта чакра. Но она находится как в саркофаге из твоих мышечных зажимов. То есть чакра-то внутри, от нее идет этот фон, но он не может пробиться через напряженные мышцы твоих мышечных зажимов, через твой панцирь. И поэтому, по сути, это называется, что чакра закрыта. Да не закрыта она ни хрена. Она открывается за 1 минуту, как только ты разобьешь это все. То есть получается, ты занимаешься цигуном, либо йогой, либо чем-то еще. Ты на протяжении лет раскачиваешь эту чакру, прокачиваешь ее невероятно. Ты становишься гуру. И вот ты чувствуешь такой, вот, у меня чакра раскрылась, она дает. Так ты представь, это ты настолько раскачал свою чакру, что она смогла пробиться через вот этот вот бетон, через этот саркофаг. А если бы ты разбил этот саркофаг из мышечных зажимов, то тебе бы с первого же дня сила твоей чакры была бы примерно та же самая. То есть ты просто тратишь годы на то, чтобы увеличить силу своей чакры и пробиться через саркофаг, вместо того, чтобы просто убрать саркофаг. Это в 2 словах такой вот простейший элементарный момент. Окей, то есть это ты тоже понял. Теперь как этот саркофаг убрать? Вот то место, в которой ты знаешь, где находится чакра, она находится там грудная, вот тут вот у нас во лбу, да, в животе, в паху. Вот прям берешь это место вот в груди, да, и вот прям, вот как сейчас прям защипаю себя, да. И прям вот, допустим, она находится вот здесь, и ты прям здесь берешь свои пальцы и вот так вот начинаешь выщипывать. Физически, сильно, жестко выщипывать. Это простейшая элементарная техника для папанов, прям для чайников. Потому что, конечно, можно, как я учу, там, техникой Bluetooth продвинутыми. Но любой человек без обучения может взять в свои руки и расщипать то место, в которое должна быть своя чакра. И вот ты, как человек, который увлекается вот этой вот эзотерикой и всем, если ты такой, просто попробуй, и ты увидишь, что твоя чакра усилилась в десятки раз, она открылась в десятки раз. То есть вот так вот работает другой взгляд на человека. Элементарно. Просто, логично, а главное быстро. Будь здоров, береги себя, пока.